Привет! Тема панпсихизм. В философии сознания панпсихизм – это точка зрения, согласно которой разум или подобный ему аспект является фундаментальной и вездесущей чертой реальности. Также данная точка зрения описывается как теория о том, что разум является фундаментальной особенностью мира, которая существует во всей Вселенной. Это одна из старейших философских теорий, и она приписывается следующим философам: Фалесу, Платону, Спинозе, Лейбницу, Уильяму Джеймсу, Бертрану Расселу и другим. В XIX веке панпсихизм был стандартной философией сознания в западной мысли, но в середине XX века он пришел в упадок с ростом логического позитивизма. Недавний интерес к сложной проблеме сознания плюс разработки в области нейробиологии, психологии и квантовой физики возродили интерес к панпсихизму в 21 веке. Сторонники панпсихизма утверждают, что мышление, разум, душа присутствуют в той или иной форме в широком спектре естественных тел. Некоторые же приписывают это самой жизни или всем сущностям. Согласно Аристотелю, Фалес выдвинул теорию, согласно которой все наполнено богами. Фалес верил, что магниты демонстрируют это. Это было истолковано как доктрина панпсихизма. Другие греческие мыслители, связанные с панпсихизмом, сюда можно отнести Анаксагора, который рассматривал объединяющий принцип архе как разум, Анаксимена, который рассматривал архе как пневму или дух, или Гераклита, который утверждал, что способность мыслить является общей для всех. Платон отстаивал панпсихизм, считая, что все вещи участвуют в форме бытия и что оно должно иметь психический аспект разума, души. Также Платон отстаивал идею мировой души или анима мунди. Согласно Платону, этот мир действительно является живым существом, наделенным душой, разумом. Стоицизм разработал космологию, которая утверждала, что мир природы наполнен божественной огненной сущностью, пневмой, управляемой вселенским разумом логосом. После того, как Юстиниан закрыл Платоновскую академию в 529 году, неоплатонизм пришел в упадок. Хотя были средневековые теологи, например, Иоанн Джон Скотт и Рюген, которые отваживались на то, что можно было бы назвать панпсихизмом. Но в эпоху итальянского возрождения панпсихизм пережил своего рода возрождение в мысли таких деятелей, как Джераомо Кардано, Бернардино Телезио, Франческо Патрицио, Джордано Бруно и Томмасо Кампанелло. Кардано отстаивал точку зрения, что душа анима является фундаментальной частью мира, а Патрицио ввел термин панпсихизм в философский словарь. Согласно Бруно, нет ничего, что не обладало бы душой и у чего не было бы жизненного принципа. Платонические идеи, напоминающие анима мунди, мировую душу, также всплывали в работах эзотерических мыслителей, таких как Парацельс, Роберт Флад и Агриппа Нетисгеймский. В XVII веке двух рационалистов, Баруха Спинозу и Готфрида Лейбница, можно назвать сторонниками панпсихизма. В монизме Спинозы единственной бесконечной и вечной субстанцией является Бог или природа, Deus Sive Natura, которая обладает аспектами разума, мысли, материи и протяженности. Точка зрения Лейбница состояла в том, что существует бесконечно много абсолютно простых ментальных субстанций, называемых монадами, которые составляют фундаментальную структуру Вселенной. В XIX веке панпсихизм был в зените своего развития. Философы, такие как Артур Шопенгауэр, Чарльз Сандерс Пирс, Джосайя Ройс, Уильям Джеймс, Фердинанд Каннин Скотт Шиллер, Эрнст Генрих Геккель, Уильям Кингдон Клиффорд и Томас Карлайл, а также психологи, такие как Густав Теодор Фехнер, Вильгельм Максимилиан Вунд, Рудольф Герман Лотце, все они продвигали панпсихистские идеи.
Артур Шопенгауэр выступал за двусторонний взгляд на реальность как на волю, так и на представление. Vorstellung. Согласно Шопенгауэру, весь кажущийся разум может быть приписан материи, но вся материя точно так же может быть приписана разуму. Джосайя Ройс, ведущий американский сторонник идеализма, считал, что реальность – это мировое «я», сознательное существо. Американский философ-прагматик Чарльз Сандерс Пирс придерживался своего рода психофизического монизма, в соответствии с которым Вселенная пронизана разумом, который он ассоциировал со спонтанностью и свободой. Вслед за Пирсом Уильям Джеймс также придерживался одной из форм панпсихизма. Джеймс писал: «Наше единственное понятное представление об объекте самом по себе состоит в том, что он должен быть объектом сам по себе, и это приводит нас к панпсихизму и вере в то, что наши физические восприятия являются воздействием на нас психических реальностей». В 1893 году Пол Карус предложил философию, сходную с панпсихизмом, панбиотизм, согласно которой все таит в себе жизнь, оно содержит жизнь, оно обладает способностью жить. Нейтральные монистические взгляды Бертрана Рассела тяготели к панпсихизму. Физик Артур Стэнли Эддингтон также защищал одну из форм панпсихизма. В 1990 году физик Дэвид Бом опубликовал новую теорию взаимосвязи разума и материи, статью, основанную на его интерпретации квантовой механики. Панпсихизм недавно пережил очередное возрождение философии сознания, начатой статьей Томаса Нагеля 1979 года «Панпсихизм». Теория интегрированной информации, предложенная нейробиологом и психиатром Джулио Тонони в 2004 году и с тех пор принятая другими нейробиологами, такими как Кристоф Кох, постулирует, что сознание широко распространено и может быть обнаружено даже в некоторых простых системах. В 2019 году ученый-когнитивист Дональд Хоффман опубликовал книгу «Аргументы против реальности. Как эволюция скрыла правду от наших глаз». Хоффман утверждает, что консенсусная реальность лишена конкретного существования и представляет собой не что иное, как эволюционировавший пользовательский интерфейс. Он утверждает, что истинной природой реальности являются абстрактные сознательные агенты. Научный редактор Анака Харрис утверждает, что панпсихизм является жизнеспособной теорией в своей книге «Сознание», вышедшей в 2019 году, хотя она и не одобряет его полностью. Панпсихизм был постулирован психоаналитиком Робином Брауном как средство теоретизации отношений между внутренними и внешними тропами в контексте психотерапии. Панпсихизм также был применен в философии окружающей среды австралийским философом Фрей Мэтьюс, которая выдвинула понятие антропоэтики как разновидности панпсихизма. Генетик Сьюэл Гринрайт поддержал версию панпсихизма. Он считал, что сознание – это не таинственное свойство, возникающее на определенном уровне иерархии возрастающей материальной сложности, а скорее неотъемлемое свойство, подразумевающее, что этими свойствами обладают самые элементарные частицы.